Приветствую, дорогие друзья! В этом видео я поделюсь своим опытом по работе с белой глиной. Я знаю, что для многих это большая проблема, чтобы белая глина сохранила свой идеально белый цвет. Поэтому я на примере миниатюрного сервиза покажу, как бороться с грязью, пылинками и так далее. И покажу, как белый сохранить идеально белым. Все действия по работе с белой глиной я условно разделяю на до запекания и после запекания. Я буду работать с полимерной глиной цернит белого цвета. Она имеет номер 027. Это важно, потому что у цернит белый есть еще и другие номера, которые после запекания меняют свой цвет. Друзья, почему я люблю эту глину? Именно этот белый цвет. Мне нравится качество на ощупь. Глина не липнет к рукам. Глина может быть как мягкой, так и твердой. Это зависит от того, когда она была произведена и в каких условиях она хранилась. Я предпочитаю, чтобы у меня была глина как мягкая, так и твердая. Для разных видов изделий я использую разную глину по твердости. Глина не меняет цвет после запекания. При правильном запекании глина имеет хорошее качество после запекания, то есть она не ломается, мелкие детали гнутся, более крупные, твердые, прочные. И, друзья, я сейчас расскажу о подготовке, тоже важном этапе, и потом я перейду непосредственно к лепке сервиза. Друзья, первое – это подготовка поверхности. Вытираем пыль со стола, где вы собираетесь лепить, или со стекла. Также вытираем пыль с ламп и, в общем, все, что касается вашего рабочего места. Второе. Протираем все рабочие инструменты. Возможно, на них остались остатки предыдущего цвета глины. Вытираем инструменты, паста-машину, деревянные заготовки. Если на деревянных заготовках остался цвет предыдущей глины, у меня бывает такое, что я использую черную глину, а потом мне надо использовать белую глину. Сначала я убираю его по возможности ножом, если там есть настоящие кусочки, мелкие кусочки запеченной глины. Потом я протираю его жидкостью для снятия лака, ацетоном. Потом я могу его пошлифовать и после этого вытираю влажной салфеткой. Паста-машину протираю влажной салфеткой и прокручиваю какой-то ненужный кусочек, старый кусочек белой глины, чтобы он собрал остатки предыдущего цвета или какие-то пылинки, ворсинки. Третий пункт – это ваша одежда, которая не должна содержать каких-то ворсинок. И также подвяжите волосы, чтобы с них тоже ничего не падало. Четвертое. Во время работы не трогайте никакие лишние предметы, будь то телефон, пульт, я не знаю, там мышка для компьютера. Просто лепите. Пятое. Наденьте перчатки. Я очень рекомендую. Во-первых, они убирают отпечатки пальцев. Во-вторых, на них меньше садится пыли, ворсинок и каких-то частиц, которые могут вмешать в полимерную глину. И шестой пункт в этом первом этапе – это используйте только новую глину. Эта глина, она максимально чистая, в ней нет ничего, ни пылинок, ни пузырьков, ни каких-то ворсинок и частиц. Вы задаетесь вопросом, а что делать со старой глиной? Ну, старую глину, которая уже вы ее разминали один раз, ее можно тоже куда-то использовать. Например, для тех же прослоек торта, для создания кейнов, для смешивания с цветной глиной, чтобы получить пастельные оттенки. То есть такая глина тоже не пропадает. И сейчас мы перейдем непосредственно к лепке сервиза. И я буду комментировать и сопровождать все мои действия
моим голосом, моей озвучкой, моими комментариями. В общем, давайте перейдем непосредственно к процессу лепки. Друзья, следующий этап – это лепка. Начнем с блюдец и тарелочек. Делаем пласт на пастомашине и убираем пылинки, если они есть. Выбираем самые чистые места и вырезаем круги каттерами. Прижимаем к деревянной формочке, сглаживаем края. И убираем пылинки влажной салфеткой, если они есть. И сразу же на влажном изделии делаем донышко. И точно так же делаем блюдце. Теперь буду делать чайничек и чашечки. Также беру кусочек новой глины и сейчас его хорошо разомну. Катаю шарик. Из этого шарика делаю основу чайничка. И теперь для основы делаю носик и ручку. Отрезаю носик и прикрепляю его к основе чайника. И вырезаю ручку для чайника. И аккуратненько прикрепляю ручку с противоположной стороны носика. И делаю крышечку. Катаю шарик, прижимаю его и кладу на верхушку. И сверху прикрепляю маленький шарик. Вот такой чайничек готов. Теперь делаю чашечки. На моем канале есть очень подробное видео, как сделать чашку. Ссылку на видео оставлю в описании. Прикрепляю каждый кружочек к палочке. Выравниваю и протираю влажной салфеткой. Убираю пылинки и разравниваю поверхность. И теперь делаю донышко. И лезвием отрезаю край. И делаю ручки для чашечек.
Теперь все предметы ставлю запекаться в духовку на 20 минут при температуре 130 градусов. По истечении времени, пока изделия еще горячие, я аккуратно снимаю их с деревянных формочек. И даю им остыть. Когда изделия полностью остынут, я приступаю к последнему этапу. Осматриваю изделия. Некоторые ворсинки могут проявиться после запекания, а также могут появиться пузырьки. Пузырьки появляются от недостаточного разминания глины, от слишком активного разминания глины или от использования пасты машины, когда пласт складывается в несколько слоев и прокручивается на пастомашине. Пузырьки воздуха задерживаются, и при запекании или до запекания они видны. И сейчас я буду очищать внешний слой лезвием, буду убирать видные ворсинки и пылинки. Использую ацетон, жидкость для снятия лака, чтобы убрать мелкие ворсинки. Эту жидкость надо использовать совсем немного, иначе она может разъесть глину. Жидкость убирает мелкие ворсинки и выравнивает верхний слой. Теперь шлифую наждачной бумагой. Шлифовка выравнивает изделие и убирает полностью пылинки. Это процесс долгий, но нам нужен эффективный результат. Шлифую сначала края, потом начинаю шлифовать по кругу, делая его абсолютно ровным. Вот таким образом. И в конце перехожу на внешнюю часть и сглаживаю края. И шлифую середину. Теперь перехожу к чашечкам и начинаю с внутренней стороны. Прежде чем начать шлифовку, я сначала убираю лишнюю глину с внутренней части и делаю края как бы более тонкими. А также заодно убираю следы от дерева. И теперь я начинаю шлифовку. Изнутри, снаружи и дно. После того, как шлифовка закончена, я еще раз протру все поверхности жидкостью для снятия лака, чтобы убрать мелкие царапинки. Друзья, я еще раз осматриваю все предметы, и кое-где я вижу, что есть пылинки, которые внутри глины, и их с поверхности убрать нельзя. Теперь я их вырезаю ножом. И теперь я заполняю дырочки сырой глиной. И сглаживаю, чтобы не было видно. Использую влажную салфетку. После этого я ставлю еще раз запекаться на 5 минут. Когда изделия запекутся и остынут, я их шлифую. И тогда они будут идеально белые.
И также, чтобы сгладить внутреннюю часть чашечек, до которой я не могу добраться шлифовкой, я заполню ее сырой глиной. Возьму вот такие кусочки, положу внутрь чашечки и просто сравняю, чтобы было там все чистенько и красиво. Это делается в том случае, если посуда должна быть пустая. Ну, я обычно делаю чашечки с кофе, с чаем или еще с какой-нибудь жидкостью. Поэтому все эти недостатки у меня скрывает конкретно уже жидкость. Но на этом примере я покажу, как сделать чашечку пустую, красивой, идеально белой изнутри. И также можно влажной салфеткой внутри выровнять. Вот таким образом прокручивая. Вот, друзья, и внутри чашки у нас все идеально белое. И теперь я ставлю запекаться еще на 5 минут, чтобы сырая глина запеклась. И, друзья, я еще раз повторю основные правила работы с белой глиной. Это чистая поверхность, чистые инструменты. Во время работы не трогать посторонние предметы. Надевайте перчатки. Используйте только новую глину. При работе с сырой глиной используйте влажные салфетки. Избегайте появления пузырьков. Очищайте внешний слой лезвием. Протирайте ацетоном, жидкостью для снятия лака. Используйте наждачную бумагу. И в конце концов, если вы не можете убрать что-то, вырезайте ножом и запекайте заново. Дорогие друзья, последние штрихи я покрываю лаком готовые изделия. Лак скрывает мелкие царапинки и придает блеск. Я уже много лет пользуюсь одним лаком. Это строительный паркетный лак Текурила Яся. Мне он очень нравится, ложится гладко и сохнет быстро. Также он крепкий. Если его дополнительно запечь, лак становится еще более крепче. Друзья, это видео я снимала еще прошлой осенью. И вот только сейчас я его смогла переснять. Да, потому что я смотрела то видео, много чего мне не понравилось. Поэтому я решила его полностью переснять и на примере сервиза показать, как белый можно сохранить белым, как избавиться от пыли, от грязи и по максимуму сделать цвет идеальным. Конечно, эти советы применимы не только к изготовлению посуды, также при изготовлении других белых изделий это можно использовать. Друзья, спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока!